Меня зовут Елена Витальевна Ковган. Я директор Центра международных учебных программ Гуманитарного института, в котором в Центре международных учебных программ проводятся занятия по русскому языку как иностранному, и мы проводим летнюю школу русского языка как иностранного. Летняя школа начинается на первой неделе июня в 2020 году, это будет 1 июня, собственно, и заканчивается в середине августа. То есть она длится 11 недель, и, кстати, это одно из преимуществ нашей летней школы, потому что обычно летняя школа длится 3-4 недели. А в нашем случае студенты могут либо закончить обучение раньше, чем заканчивается летняя школа, либо наоборот присоединиться к программе позже, если, конечно, они не совсем начинающие. Наш центр вместе с отделом международных связей готовит документы, которые подаются для оформления приглашения, и затем мы отправляем приглашение студенту. А вот визу студент получает самостоятельно. Собственно, тьюторов у иностранных студентов нет. Но, во-первых, в университете есть отдел поддержки иностранных студентов, сотрудники которого, привлекая волонтеров по необходимости, помогают решать бытовые и организационные вопросы. Некоторые вопросы помогают решать администраторы нашего центра, а кроме того, в нашей летней школе принимают участие довольно большое количество русских студентов, тех, кто учится быть преподавателями русского языка как иностранного, и тех, кто изучает межкультурную коммуникацию. То есть это как раз студенты, которые прямо заинтересованы в общении с иностранными студентами и которые умеют это делать. Они знакомятся с иностранными студентами во время чайных перерывов, у них завязываются дружеские отношения, и затем общение продолжается уже после уроков, и русские студенты помогают решать многие вопросы, и в частности помогают на экскурсиях, особенно если экскурсовод говорит слишком быстро. Занятия проходят с понедельника по пятницу по 4 академических часа в день. Академический час равен 45 минутам. То есть порядок такой: сначала 2 академических часа занятий, затем получасовой чайный перерыв, всеми любимый, во время которых можно и чаю попить с чем-нибудь вкусным, ну и пообщаться на русском языке. И затем еще 2 академических часа занятий. Выходные дни, суббота и воскресенье. Да, конечно. Во-первых, мы проводим экскурсию по Академгородку и по Новосибирску. Кстати, эти экскурсии разработаны нашими преподавателями специально, потому что, как я уже сказала, обычные экскурсоводы, как правило, говорят очень быстро. Кроме того, мы организуем экскурсии в краеведческие музеи, обычно эта экскурсия очень нравится студентам, и в музей Бересты, в Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока, в исторический парк. Мы организуем поездку на празднование дня рождения Новосибирска, в Казачий Острог, а кроме того, организуем походы и поездки на концерты, например, русской классической музыки, или другие концерты, интересные, если они в это время проходят в Новосибирске. Помимо тех поездок, о которых я уже сказала, мы проводим мероприятия разного характера. Оговорюсь, что мероприятий таких в общем и целом 2-3 в неделю. Одно мероприятие, как правило, это поездка куда-нибудь подальше, проходит в выходной, и 1 или 2 мероприятия в течение учебной недели. Это могут быть мастер-классы, например, мастер-класс резьбы по дереву или расписывание тарелочек. Это просмотры фильмов, это игры, как настольные, так и спортивные. Заполняя анкету,
студенты по нашей просьбе определяют свой уровень владения русским языком, основываясь на описании этих уровней, которые мы предлагаем, а описание этих уровней и уровни сами международные. Кроме того, мы просим их коротко описать свой опыт изучения русского языка. Сколько, как долго учил русский язык, насколько интенсивно, учил ли в своей стране или в России. Ну и все студенты, если они не начинающие, проходят электронный тест, онлайн-тест по лексике и грамматике. И основываясь на совокупности этих данных, мы распределяем студентов по группам, по мини-группам от 4 до 8 человек. Кстати сказать, это еще одно преимущество нашей школы, обучения в мини-группе. Если вдруг оказывается, что студент попал не в ту группу, мини-группа оказалась слабее или выше его уровня, то он, конечно, переходит в такую мини-группу, которая больше ему подходит. Да, ну, во-первых, на стадии обсуждения контракта, когда они подают заявку, мы просим их ответить на вопрос, где они хотели бы жить. Большая часть студентов выбирает университетское общежитие, которое находится буквально в 10 минутах ходьбы от учебного здания. Студенты, как правило, живут по двое в комнате, и для одного студента в месяц общежитие стоит чуть меньше 900 рублей. Если студенты хотят жить в семье, то мы помогаем им найти такую семью. Эта ситуация меняется в зависимости от изменения ситуации в мире, но больше всего студентов в летнюю школу к нам приезжало и приезжает из Республики Корея, то есть из Южной Кореи, теперь из Китая. Раньше у нас было очень мало студентов из Китая. Раньше было много студентов из США, сейчас стало меньше, но все-таки приезжают. Кроме того, к нам регулярно летом приезжают студенты из Европы, из Франции, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Нидерландов. У нас бывали и студенты из очень далеких стран и континентов, из Австралии и Новой Зеландии. Я назвала, конечно, не все страны. У нас были студенты в летней школе практически со всего мира. Причин этих несколько. Во-первых, многие студенты выбирают нашу летнюю школу именно из-за того, что она продолжительная. То есть, если у них есть свободное время летом, они могут в течение 2,5 месяцев изучать русский язык. Кого-то именно это привлекает. Кого-то привлекает возможность присоединиться к программе тогда, когда это удобно. Кроме того, как я уже говорила, одним из достоинств нашей программы является обучение в мини-группах от 4 до 8 человек. Как правило, предлагается обучение в группах от 10 человек, а мини-группа в этом случае, конечно, выигрышней, потому что каждому студенту преподаватель уделяет на занятия больше времени. Ну и еще одна причина, по которой выбирают нашу летнюю школу, это та причина, по которой выбирают университет вообще, да, и Новосибирск. Это возможность побывать в экзотической Сибири и учиться в университете, который находится прямо в лесу. Успешно, смею надеяться, закончили все. А начиная с 2000 года в летней школе проучились чуть меньше 700 человек. 698, чтобы быть точной. По-разному, конечно. Кто-то продолжил изучение русского языка у себя в университете на родине. Собственно, это входит в программу его образования, входит в курс обучения в его университете. Кто-то изучал русский язык в летней школе для того, чтобы общаться с учеными из России, кто-то для того, чтобы вести деловые отношения, вести бизнес или с партнерами из России, находясь у себя на родине, либо живя в России. А кто-то, и таких очень немало, продолжает учиться в нашем центре еще в течение семестра или года.
В летней школе преподают все преподаватели нашего центра. А вот преподавателей в наш центр мы отбираем очень тщательно. У нас работают как опытные преподаватели, так и молодые, но все они высокопрофессиональные, это очень творческие люди, они доброжелательные, они любят свое дело и, что очень важно, студентов. Я с большим удовольствием приглашаю всех иностранных студентов, кто хотел бы изучать русский язык, приезжать к нам в летнюю школу. Всем студентам, которые у нас учились до сих пор, наша летняя школа понравится. Я очень надеюсь, я практически уверена, что вам понравится тоже.